Привет. Погрузилась с головой в разработку новеллы. Дело пошло довольно бодро, и я смогла выполнить часть своих многочисленных планов по игре. Довела до ума психологию героини, в прошлом девлоге я упоминала, что это важно для прохождения. Создала примерный профиль персонажа, имя, внешность, интересы и так далее. Добавила новую сцену в начале игры, пролог, но пока без визуала. Изменила начальные реплики героини после пролога. Приступила к поиску визуального стиля новеллы. Вот примеры. Первый вариант в списке, конечно же, пиксель-арт. Но почему-то я не вижу новеллу в этом стиле. Кажется, ей больше подойдет что-нибудь другое, например, что-то типа флэт-дизайн, акварели или даже что-то близкое к реализму с добавлением акварельных разводов. В общем, я пока не определилась. А какой стиль вам кажется наиболее подходящим для новеллы? Буду рада, если вы поделитесь идеями. Вдруг предложите что-то, о чем я даже не подумала. А еще я наконец-то написала черновик сценария. Пока что это просто линейная история героини без выборов и развилок. Здесь много текста. И да, он скрыт. Я показываю вам только объем проделанной работы. Вдруг кто-то из вас захочет поиграть в мою игру? Сделала блок-схему взаимосвязи комнат с мебелью, которая там находится, и предметами, лежащими на этой мебели. Затем я зачем-то решила сделать из этой схемы общую схему игры, но что-то пошло не так, и получилось вот что. Есть начало схемы, конец схемы, куда по итогу должна привести игра, а в середине — пусто. Также я изменила структуру папок в проекте для лучшей организации кода. Сначала было вот так. А это уже после. Самое сложное из этого списка для меня оказалось написать черновой сценарий. Так и тянуло сделать его таким, каким он должен быть, с выборами, развилками. Хотелось сразу реализовать в нем все механики, которые я задумала. Одновременно с этим я пыталась понять, как игрок играл бы в это все. Какие выборы делал и почему. Но позже я осознала, что сначала мне нужно понять героиню, выстроить ее историю, а уже потом думать, куда игрок ее поведет. Сейчас я как раз на этом этапе. У меня есть черновик, есть героиня, есть мир. Дальше начинается самое сложное и интересное — превращать линейную историю в живую игру. Подписывайтесь на канал, а также другие мои соцсети. Увидимся в следующем видео.